Приветствую гостей и зрителей канала. На первую часть гайда по дону Trade Skill Master ссылку я оставлю в описании. В нем я рассказывал, с чего начинать пользование аддоном, что он изменяет и вкратце прошелся по его функциям, в частности, как создать группы и как начать торговлю на аукционе. Прошлое видео получилось довольно большим, но некоторые функции я детально не стал разбирать, дабы сделать это потом. Вот это потом и наступило. По названию видео вы уже, наверное, поняли. Речь пойдет о почте. О том, какие возможности доступны благодаря аддону Trade Skill Master, я сейчас расскажу. Аддон изменяет весь интерфейс почты. Сверху вы можете видеть много вкладочек, входящие сообщения. Здесь вы, в отличие от стандартного интерфейса, можете видеть много информации. Информацию о золоте, которое к вам пришло. Информация о количестве предметов на почте и в посылке, за исключением тех моментов, когда предметов в посылке несколько разных видов. Но опять-таки, вы можете более удобно видеть, какие предметы в посылке, открыв ее здесь. Вы можете видеть название и сколько предметов в ней. И здесь вы также можете видеть кнопки, позволяющие собирать с почты определенные посылки. Все, что продано, все, что куплено, те отмененные лоты, а также те лоты, что истекли по времени. И здесь также есть кнопочка «Все остальное», то бишь предметы от других персонажей. Дальше идет вкладка «Отправка». Лично я ее никогда не использовал, но расскажу, что здесь вы можете сделать. Помимо измененного интерфейса, здесь также присутствуют стандартные функции. Но что вы здесь можете заметить, так это контакты. Вы можете выбрать контакт, которому вы хотите отправить письмо. Здесь есть несколько списков. Первый список — недавние отправления. Дальше идут у нас ваши друзья, альты и члены гильдии. Здесь также есть немного странная функция, которая позволяет выбрать один и тот же предмет 12 раз, не имея 12 экземпляров этого предмета в сумках. Как по мне, это не особо удобно. Но и, естественно, вы можете так же, как и в стандартном интерфейсе, просто отправить разные предметы. Лично я пользуюсь для удобного отправления аддоном Postal, который позволяет элементарно при зажатой кнопке Ctrl и нажимая по предмету левой кнопкой мыши, тем самым переносить большие количества предметов по ссылку. Например, нажав на руду, если у вас есть, скажем, много одного вида руды, он перенесет только эту руду. А если нажмете еще раз, он попробует добавить еще любую другую при наличии. Либо добавит к отправке какие-то схожие реагенты. Далее идет у нас вкладка группы. Вы можете добавить операцию отправки почты к уже существующей группе. Заходим во вкладку операции «Мейлинг». Создаем операцию. Называем, например, именем персонажа, которому вы хотите отправить почту. Здесь есть очень удобная функция пополнения запасов. Вы можете указать нужное количество предметов, и аддон будет понимать, сколько в данный момент на нужном вам персонаже предметов, и отправлять недостающее количество. Либо вы можете не включать эту функцию, и будут отправляться все предметы из привязанной вами группы. Можно указать также, чтобы аддон учитывал предметы из банка и гильдии на нужном вам персонаже. По умолчанию учитывается только инвентарь. Далее прикрепляйте операцию к нужной вам группе, и все предметы в нужном количестве будут отправляться персонажу, которого вы выбрали. Заходите в почте во вкладку группы, выбираете ее и жмете «Отправить». Аддон за раз может отправить хоть весь ваш инвентарь. А также при зажатом шифте, нажав на кнопку отправки, вы скажете аддону отправлять почту постоянно, раз в некоторое время. Тем самым вы можете поставить, допустим, крафтить предметы одним персонажем и будете отправлять автоматически их другому персонажу. Например, так я крафтил во времена бафа Наручи одним персонажем, а утилизировал другим. Было очень, в принципе, удобненько. Ну и вкладка «Другое». Здесь есть довольно-таки удобная функция, которая позволяет отправлять распыляемые предметы. Например, вы фармите огненные просторы, где почти весь шмот идет на распыл, и одной кнопкой вы можете отправить сразу все предметы, которые подойдут к распылению. Качество отправляемых предметов вы можете настроить, по умолчанию стоит только зеленка. Также вы можете отправлять лишнее золото нужному персонажу. А на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставить комментарий под этим видео. Пожалуйста, поставьте лайк, если данное видео оказалось полезно. Приходите на стримы, которые провожу почти каждый день на этом канале, а также на моем Twitch канале. Ну и в принципе, вроде все. Всего вам самого доброго, прекрасного, великолепного и пока-пока. До скорой встречи.